Ребят, всем привет! Вы на моем канале, и кроме того, что мы ходим в галереи и рассказываю про свою жизнь, мы еще и рисуем, так как я на факультете живопись, ну и почему бы мне не порисовать с вами. Я очень рада, если вы присоединитесь и попытаетесь сделать. Надеюсь, вам мои и видео рисунки, и видео писанины, и все остальное, что мы будем делать. Я надеюсь, что вы будете делать вместе со мной. Если нет, то просто приятного просмотра. Сегодня у нас баклажан и помидор. И помидор, да? Угу. Итак, я подготовила натюрморт, краски, воду в ведре и большой лист, потому что я хочу на нем делать. И вот сейчас с помощью волшебного карандаша и такой же волшебной стерки мы сотворим магию. Вот так, посмотрите, у нас здесь самые простые фигуры. Это баклажан и помидор. Поэтому вообще, типа, хотите, делайте по композиции. Хотите, делайте по тому, всему, мне все равно в данной ситуации. Я просто хочу поскорее начать красками. Примерно просто шары сделала, ребят. Создала объем пока карандашом. Объем. Такой же прям объем. Вот что здесь, вы должны посмотреть, что самое вкусное у вас. Самое вкусное, но мне очень нравится, значит, то, как интересно драпировка работает. Просто они вместе работают, у них прям вообще коннект с баклажанчиком. И мне очень нравится яркое пятно в виде томата. Причем, смотрите, драпировки никто не проверит, правильно вы их сделали, неправильно. Не делайте прям дотошно, чтобы было скрупулезно и прямо точь-в-точь. Я на следующий день уберу. Я уже сегодня вечером уберу данный натюрморт. В итоге никто не вспомнит, моя собака не проверит меня. Люди, которые знают, как выглядит этот натюрморт, как бы все равно, какая разница. Пусть делают так, как хотят, я буду делать так, как я хочу. Все, сделала все, что хотела. И начинаю красочками. Ладно, смотрите, чтобы было удобнее, можно, конечно же, блики. Да, блики, вот у нас и бличок такой, попка, рефлекс. Итак, рефлекс. Куча каких-то непонятных, только карандаша забила. Итак, ну, что можно? Тени, конечно же, тени. В общем, что делаем? А делаем мы вот что. Следующим этапом будет, смотрите, приблизительно для себя наметить, что по тону светлее, тяжелее, легче. Кроме этого, всегда советую перед началом делать маленькие такие зарисовочки
Для чего я рисую сетку? Сетку я рисую для того, чтобы было удобнее расположить. Природа гениальна в своей простоте. Нам уже не надо ничего придумывать, просто работаем по схеме. Итак, чтобы распознать тон, можно прищурить глаза, и тогда как бы цвета и тогда немножко разбавится цвет, и мы будем видеть в ЧБ. Ну так, это моя лишь версия, только я так утверждаю. Вы, конечно, можете думать и иметь свое собственное мнение, прищурить и проверить, понять, что это гениально, пользоваться этим всегда. Итак, мы знаем, что самое тяжелое у нас это по тону, это баклажан. Вообще они все здесь такой по тону тяжелой тональности натюрморт. Мы видим, что вообще самое светлое у нас это вообще-то блики на двух овощах, фруктах. Перед тем, как начать что-либо делать, подумайте 7 раз. Подумайте, что самое светлое в данной ситуации. У меня это 2 блика. Также вспомните, где самое темное у вас. После бликов, конечно же, идут... У меня все-таки этот блик поярче, я считаю. После бликов идут самые светлые места. Это у нас у томата здесь, помидорочки тут. И драпировки, которые контрастируют с плоскостями той же самой драпировочки. Итак, начинаем в красочках. Одно из самых первых вещей, которые нужно сделать, это закрыть все белое пространство, так как помним, что белый также является цветом. И пока мы его не перекроем, наше восприятие данной картины, которая здесь, не натюрморт, то наше восприятие будет не целым. Гуашь это прекрасный материал, прекрасный инструмент, чтобы делать такие работы, потому что гуашь всегда можно переписать, перекрыть. Работайте в больших плоскостях. Закрывайте как можно скорее. Прорабатывайте детали в конце. Дробите на большие-большие кусочки. И поскорее закрывайте. Я бы в данной ситуации взяла кисть еще больше, чем у меня. И так как перекрывать плоскостями, то я бы брала плоскую кисть. У меня это синтетика. Синтетика подходит для грубых материалов, таких как масло, акрил, гуашь.
Смотрите, что интересно. Я сделала передние и задние планы. Задний я сделала холодный, так как он дальше от нас, а передний более теплый. Несмотря на то, что этот ковер, он все время серый. И помним, что все углы в нашем рисунке должны быть разные. Помним про это, что у меня углы разные. Я имею в виду разного цвета, тона. Свет идет с той стороны, поэтому и ковер у меня тоже светлее с той стороны. Думаю, не только натюрморте. Наш натюрморт ковер тоже входит. Так что помним про него также. Также не забываем, что ковер как-никак, но контактирует с нашей драпировкой, поэтому по-любому от него и тень, и свет, все это должно присутствовать, так как это очевидная физика. Беру более мелкую кисть, хотя если вам нравится работать плоскостями, и вообще в данной ситуации было бы правильнее работать плоскостями, просто я больше предпочитаю круглые кисти. Возьмите на кисть намешайте такой цвет, который будет основным вашего продукта, предмета, который вы делаете. Постарайтесь не использовать белый. Гуашевые краски и так уже идут с добавлением белил, поэтому они еще и высыхают предательски, так что вообще цвета не остается. Когда вы начинаете разбирать предмет, вы начинаете замечать, как много цветов, оттенков находится в предмете, и начинаете вырисовывать их, забывая о том, что нужно закрыть тоном весь лист.
И я советую периодически, особенно в тот момент, когда вы ловите себя на том, что вы начинаете присматриваться и вырисовывать, прищурьте глаза, и тогда вы поймете, что действительно должно ваше внимание, а что просто не нужно на данном этапе. Прищуривайтесь по-разному, то сильнее, то слабее, то... Но глаза уже закрывать не надо, но, ребята. Все верно, все верно.